Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина. И сегодня у нас на обзоре цифровое пианино бренда Mideli, модели UP203. Поехали! Модель UP203 – это стандартная корпусная модель фортепиано. Здесь у нас 88 клавиш, молоточковая механика. Здесь у нас клавиша взвешенная. Кстати, модели данного бренда используют клавиатуру Grandent Action Standard, которая позволяет по ощущениям приблизить игру как на акустическом инструменте. Здесь у нас полифония 192 голоса. Также здесь есть порядка 30 различных тембров, 50 различных ритмических стилей, а также 100 предустановленных композиций. Здесь на нашей рабочей панели все наглядно представлено. Обычно в таких инструментах я говорю, что главным недостатком их считается отсутствие экрана. Возможно, это обусловлено тем, что это сегмент достаточно бюджетных инструментов до 100 тысяч рублей, но, тем не менее, на мой взгляд, это не совсем удобно с точки зрения управления, потому что в таких инструментах некоторые функции активируются с помощью комбинирования определенных клавиш на инструменте. Для этого у нас есть клавиша Shift на нашей рабочей панели, и при зажатии данной клавиши мы выбираем нужную нам функцию. Они расположены здесь на нашей клавиатуре, но обо всем поподробнее. Что еще имеется у данного инструмента? Здесь классический блок из 3 педалей. 3 педали соответствуют педалям на акустическом инструменте. Также здесь имеются различные настройки, которые позволяют больше приблизить звук к акустическому инструменту. Это больше такие эффектовые настройки. Здесь есть возможность настроить демпферный резонанс, настроить шум так называемых струн, которые имитируются в данном инструменте, шум молоточков, то есть полностью создать акустически игру как на живом классическом инструменте. Здесь у нас представлено, как я уже сказала ранее, 4 основных тембра фортепиано. Это звук German пиано, также есть Bright, более яркий, более светлый. Также бренд Mideli добавляют в свои инструменты новый тембр японских инструментов фортепиано. И также есть классический форм, более мягкий, более приглушенный. Давайте по порядку некоторые из них посмотрим. Начнем мы непосредственно с German. Далее тембр Bright. Еще тембр японского фортепиано. И тембр Warm пиано.
Еще одна секция инструментов, представленных здесь, это секция электронных инструментов. Сейчас продемонстрирую, как на данном инструменте звучит электропиано. Также в следующей секции представлены различные другие клавишные инструменты, например, органы или клавесины. Давайте продемонстрирую звук электронного органа. Еще одна секция инструментов, которая здесь представлена, это секция синтовых инструментов, более искусственных. Данная секция больше представлена для того, чтобы разнообразить звучание данного инструмента, добавив в него что-то современное, более синтетическое. Далее мы перейдем к разделу стилей. Стили здесь представлены у нас в секции метронома. Почему же так? Дело в том, что в данном случае наши стили не имеют возможности гармонизоваться, как, например, в некоторых синтезаторах с функцией автоаккомпанемента. То есть здесь стиль служит именно как ритмическая подложка. И вот попробуем сейчас какой-нибудь из них продемонстрировать. Я покажу, как звучит классический метроном, который здесь у нас представлен. За включение функции стиля у нас отвечает клавиша метроном на данный момент. Видите, у нас горит индикатор как раз на этой функции. И для того, чтобы включить данный стиль, мы нажимаем кнопку play. Таким образом, мы слышим, что у нас включается метроном, и можем поменять на какой-то более современный вариант ритмической подложки. Для этого мы используем наши клавиши темпа, которые позволяют нам переключаться между различными стилями. Вот такие различные варианты стиля у нас здесь присутствуют. То есть вы можете как использовать классический метроном для, например, ваших занятий, для выучивания ваших музыкальных произведений, так и, например, использовать для выучивания более современные ритмические подложки, либо использовать это как полноценный ритмический аккомпанемент вашим произведениям. И скажу пару слов про нашу секцию предустановленных композиций. Как я уже сказала, здесь их 100 различных вариантов, от классических до более современных. Для чего же они нужны в данном инструменте? К большому сожалению, здесь не предусмотрена функция обучения, то есть не будет возможности, например, отключать правую или левую руку для того, чтобы выучивать композиции. Но, тем не менее, во-первых, можно просто насладиться мелодиями, которые представлены в данном инструменте. Они здесь записаны в хорошем качестве. Они все выписаны в инструкции, которая вложена в данный инструмент. То есть вы сможете найти нужную вам композицию. Кстати, можете также найти, например, ноты к ней, прослушать здесь, как это должно звучать, и попробовать выучить самостоятельно. В данном случае, пожалуй, наверное, это единственная такая функция для данных встроенных композиций. Помимо всех вышеперечисленных функций, здесь имеется функция записи. Здесь есть возможность записи одной пользовательской дорожки, то есть вы можете записать какое-то свое произведение, также его после воспроизвести, но имейте в виду, что если вы захотите, например, записать что-то еще через клавишу Record, то в данном случае, если вы начнете записывать новую запись, предыдущая удалится. Продемонстрирую, как звучит функция Layer на данном инструменте. Для того, чтобы ее активировать, нам нужно одновременно зажать 2 секции тембров, которые нас интересуют. В данном случае мы попробуем что-нибудь не совсем ординарное. У нас здесь есть тембр классического органа.
И также есть тембр такого хора, совмещенного со струнным оркестром. Попробуем совместить эти два тембра и посмотрим, как это будет звучать. За счет тембра, струнного оркестра и хора звук органа звучит более наполненно, более широко, что также определенно меняет данный тембр органа. И разберем кратко функцию сплит. Это позволяет нам визуально разделить клавиатуру на две части. Для этого я буду использовать тембр электропиано. И возьму, например, тембр акустического баса. Он у нас находится в секции Other. Попробуем сейчас разделить данную клавиатуру. Для того, чтобы это сделать, мы также зажимаем две секции наших инструментов и нажимаем на клавиатуре клавишу разделения, которая будет показывать, в какой момент у нас заканчивается звук баса и начинается звук верхней партии. И кратко расскажу о функции Twinova, как она работает. Для того, чтобы активировать данную функцию, мы используем клавишу Shift на нашей рабочей панели, зажимаем ее и находим клавишу до диез, шестой октавы в данном случае. Зажимаем ее и находим клавишу разделения клавиатуры. Это может быть, например, до первой октавы. Теперь смотрим, как это звучит. В нашей верхней части клавиатуры звучит довольно низкие ноты. Те же самые, что и в левой части клавиатуры. Таким образом, разучивая произведение с вашим педагогом, вам не нужно будет перемещаться вместе с вашим педагогом к нужному регистру, а вы сможете спокойно на своей части клавиатуры данное произведение играть. Пару слов для эффектов, которые имеются в данном инструменте. Для любителей экспериментировать со звуком, здесь есть возможность настраивать функцию реверберации, также настраивать функции эффекта хоруса. Напомню, это влияет именно на акустические данные инструменты. Напомню, реверб позволяет нам добавлять немного эха для вашего звука, а хорус позволяет добавить именно полноты, широты звучания. Также здесь есть более точные настройки транспозиции и также частотные настройки для исполнения, например, с вокалистами или инструменталистами по тому строю, который им удобнее. Здесь эти эффекты настраиваются также с помощью клавиатуры, с помощью комбинации клавиш. Конечно же, в данном случае здесь мы сталкиваемся с трудностями запомнить, где какие клавиши отвечают за функции. Именно поэтому я всегда говорю, что это не очень удобно на современных инструментах. Но, тем не менее, все эти функции показаны, опять же, в нашей инструкции данного инструмента, поэтому можно найти любую нужную функцию или настройку непосредственно в этой инструкции. Также здесь есть одна небольшая необычная функция, акустическая настройка для данного инструмента. Это функция открытия и закрытия крышки. А если быть точнее, то при активации этой функции звук при открытой крышке
рояля будет более насыщенный, более громкий. И также, если вы используете настройку 2/4, то у вас звук будет как будто бы с наполовину закрытой крышкой вашего рояля. То есть это уже более сложные, более точные настройки, но тем не менее для тех, кто, повторюсь, любит экспериментировать со звучанием инструмента, это хорошее дополнение в данных моделях. На примере покажу как раз-таки функцию открытой или закрытой крышки. На данный момент у нас звучит инструмент в стадии полузакрытой крышкой. Попробуем активировать функцию открытой крышки. Для этого мы также зажимаем клавишу Shift и используем клавишу Фа диез 2. То есть я не меняю силу нажатия, я не меняю чувствительность клавиши, оставляю все так же, но сам по себе звук, он становится громче. Давайте еще раз сравним. Используем функцию полузакрытой крышки и открытой крышки. То есть без использования клавиши громкости ваш звук будет более открытый и более насыщенный. Еще забыла сказать про как раз-таки функцию Brilliance. Это тоже определенная акустическая настройка, акустический эффект. То есть он добавляет больше верхним частотам громкости. За счет этого звук получается еще более яркий. То есть он становится светлее, он становится даже немного громче. Тоже своего рода эффект открытой крышки. То есть здесь действительно большое количество эффектов, именно направленных на изменение качества звука. И, на мой взгляд, в данных моделях это основные их преимущества, потому что вы можете подогнать тот тембр, который нужен для вашей игры, для вашего исполнения. Ну и подводя итоги обзора данного инструмента, хочу сказать, что исходя из его качества именно звуковых тембров, функций, мне кажется, что он может подойти и как для начинающих музыкантов, так и для профессионалов. Он прекрасно выполнен внешне, сделан под дерево. Кстати, у данных инструментов, у данной модели имеется 3 цветовых варианта. Это черный, роузвуд и белый. Но на данный момент, насколько мне известно, черный — это основной цвет, который представлен в продаже. Также удобно, что в этом инструменте классически идет в комплекте стойки и 3 педали, то есть практически ничего не нужно докупать дополнительно. Здесь мощные динамики по 20 Вт, они полностью озвучат какое-то небольшое помещение или небольшой зал, я уже не говорю о комнате. И еще большой плюс, конечно же, это более точные настройки, более качественные настройки тембра. Это действительно здорово, потому что у других моделей, других брендов не всегда есть такое большое количество именно более точных настроек звука. Это действительно приближает его все больше и больше к акустическим инструментам. И, конечно же, что у этого инструмента в комплекте уже идет пюпитр, что позволит вам дополнительно не докупать ничего, и нужно будет прямо здесь поставить ноты или ваш планшет. Это будет удобно с точки зрения исполнения. Он лаконичный, он компактный по сравнению с акустическим инструментом. У него действительно не такое большое количество функций, но, на мой взгляд, для таких инструментов и не нужно большое количество каких-то изобретений. Здесь главное звук, здесь главное качество клавиш. Конечно же, здесь чувствительная клавиатура, здесь 5 степеней чувствительности, то есть вы можете полностью отключить тяжесть нажатия, можете сделать наиболее тяжелую. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Получится одним движением? Да. Давай. Слушай, давай это с микрофоном запишем, потому что там звук открывания приятный. Дерево. Окей. Вот сейчас очень хорошо открыл. Модели. Да. Давай, пожалуйста.